Ребятки, всем привет, всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. По вашим просьбам в Инстаграм начинаю для вас серию раскладов, связанных с работой, бизнесом, профреализацией, вашими начинаниями. Поэтому ваша задача расслабиться, настроиться на расклад, возможно, заранее представить себе визуально цифру или номер, какой вы хотите видеть, да, или визуально карту выбрать уже после того, как я их выложу. И посмотреть, о чем вам говорят арканы. Хочу сказать, что если у вас несколько видов деятельности, которые у вас стоят на повестке дня, вы можете выбрать несколько карт и проанализировать ситуацию. Напомню, что расклады – это в первую очередь работа с вашим подсознанием. Как правило, ответ на свои вопросы вы всегда знаете. Карты вам помогают достучаться до этой информации, ее извлечь и продуктивно с ней работать. Поэтому в работе у меня сегодня Эми Таро, а также Таро бизнеса. Настраиваемся на получение информации и начинаем с вами смотреть, о чем нам вещают карты. Итак, стоит ли открывать свой бизнес, свое дело тем, кто у нас выбрал первый вариант, второй, третий, четвертый. Так, сейчас карты пододвину, чтобы было видно. Четвертый. Пятый, шестой, седьмой и восьмой варианты. Давайте, наверное, сделаем вот так. Чуть-чуть. Пододвину. Так, карты все перед вами. Часто пишете, что вам мало времени, чтобы сосредоточиться, настроиться и выбрать необходимый вариант. Поэтому действительно, кому мало времени, вы можете нажать паузу, чтобы у вас было больше времени для сонастройки и выбрать для себя необходимые арканы. Ну а мы с вами начинаем. Итак, для тех, кто у нас выбрал первый аркан. Здесь падает аркан Мир. Карта сама по себе говорит однозначно да. Почему? Потому что здесь по ситуации, особенно если это бизнес через интернет, то есть продажа товаров, услуг через интернет-магазины, через сайты, либо если вы реализовываете себя, свой потенциал в туризме, вы гид, вы переводчик, либо вы можете оказывать, у вас свое агентство по каким-либо миграционным услугам, то есть вы помогаете с трудоустройством за рубежом, с оформлением пакета документов, бумаг, или у вас вопросы логистики, то это однозначно ваша ниша. Безусловно, объять необъятное я в принципе не могу, потому что по этой карте очень много может быть идти профессий, начиная с IT. Ну, то есть то, что не привязано к месту, является дистанционным, да, до вопросов творчества, самовыражения и так далее. Но сейчас хочу посмотреть и проанализировать по триаде. Итак, смотрите, какая у вас здесь ситуация и информация. Первый же аркан, который у вас здесь выпал, падает менеджер продукта. Да? Вот оно прям вторит вам, да? Разработка нового продукта, путешествия, знания из путешествий и сосредоточенная творческая энергия. То есть она говорит о том, что у вас есть база, у вас есть стимул, у вас есть здесь понимание процессов, как двигаться, как работать, как действовать дальше. Поэтому однозначно то, что вы для себя выбрали, это будет структурным. Тем более, смотрите, вот эта карта, тройка бренда, неофициальное времяпрепровождение, тимбилдинг на основе совместного опыта, старые коллеги, все еще работающие вместе. У вас здесь очень хорошо налажены связи, у вас есть свой круг, вопросы сарафанного радио и люди, которые будут рекомендовать и продвигать ваш продукт. То есть уже знаете, как у вас налажена здесь система. Тем более аркан-директор данных эта ситуация, ну, хотя здесь пишется вот с трудом завоеванный успех после жертв, справедливость, несмотря на оговорки, сексуальное домогательство. В связке в совокупности карт я бы интерпретировала так, что здесь могут быть какие-то козни от ваших конкурентов, от ваших оппонентов с целью очернить ваш товар, либо качество ваших услуг, но у них ничего не выйдет. Поэтому однозначно, даже если вы боитесь конкуренции, думаете, что вас ждают более сильные структурные производители, бояться этого не стоит, действуйте, начинайте. У вас здесь все будет получаться. То есть здесь не сам только факт сгенерировать идею, ее воплотить. У вас есть структура и понимание, как это раскрывать и реализовывать дальше, чтобы это держалось на плаву. Поэтому 100% да. Для тех, кто у нас выбрал второй вариант. Что у нас здесь, о чем говорит четверка пентаклей? Карта структуры. Такое двойственное, да, или нет?
Потому что здесь, как показывает нам карта, это попытки сохранить то, что вы имеете, и приумножить. И дополнительный аркан у вас здесь звезда, то есть инвестиции, ваши вложения оправдаются. Особенно если это криптобиржа, это криптовалюты, потому что здесь как ставки, играть на деньгах, инвестировать во что-то. То есть или как пассивный источник дохода. То есть вы вкладываете в какие-то проекты, со временем получаете дивиденды. Либо какие-то стартапы, то есть вкладываетесь в какие-то капиталы. То есть здесь акцент больше на том, чтобы вложить деньги с целью их приумножения. Но это не прямой бизнес как таковой. Здесь могут быть даже больше обучающие процессы. Еще раз объясню по фондовым рынкам, по криптовалютам. И все, что связано с вопросами творчества, потому что у нас звезда отвечает за творческих людей. Будь то это фотоателье, то есть все, что связано с фотографами, моделями, фотомоделями, фэшн-дизайн, все, что касается арт-галерей, вопросов нумерологии, астрологии, если вы планировали открыть свою школу, либо передавать знания. То есть да, да и еще раз да. Сейчас посмотрим, на что здесь вам нужно будет обратить внимание. Для того, чтобы ваше дело было успешным, вы могли успешно его продвигать. Итак, у вас ложится здесь 7 продуктов, она указывает на напряжение под влиянием внешней конкуренции, да, и внутренние проблемы игнорируются, прилив победы. То есть указание идет на то, что несмотря на высокий уровень конкуренции, есть силы, есть понимание, как с этим работать, как действовать. Двойка данных. Это ситуация, когда вы можете что-то где-то подсмотреть у ваших оппонентов, у ваших конкурентов, вас будут обвинять, допустим, в плагиате, но, тем не менее, вы сможете здесь отстоять свою точку зрения. Вот эта карта защитной позиции, она говорит о том, что вы как самостоятельная единица сможете выстоять на этом рынке товаров и услуг. И у вас 6 продукта. 6 продукта – карта раннего успеха. То есть оптимизм вознагражден, у вас шикарная репутация, то есть это аркан достижений. Здесь, знаете, как у вас хорошо продуманная стратегия до мелочей, до деталей. То есть вы, во-первых, опираетесь на опыт третьих лиц, то есть взвешиваете все за и против, смотрите на их ошибки, так сказать, учитесь на ошибках конкурентов и, как следствие, данную ситуацию воплощаете в жизнь без таких вот промахов. Поэтому стоит ли вам начинать? Здесь однозначно стоит. Для тех, кто у нас выбрал третий вариант, я думаю, комментарий здесь излишний. 6 жезлов, карта победы, причем это какой-то будет ошеломительный успех, тот, на который вы даже не рассчитывали, потому что здесь, ну, может, вы думали, ну, будет какой-то заработок ниже среднего, или там с хлеба на воду будете перебиваться, но по факту нет. 6 жезлов – это неожиданно для вас, какой-то продукт, какая-то цель или задача, раз и выстрелили, и как следствие вы понимаете, что вот оно, да, действительно, почему я не сделала этого раньше. Давайте обратим внимание на то, на чем вам нужно сконцентрироваться. Так, первый аркан у нас двойка бренда, да, то есть новое партнерство, временная поддержка, обязательства, то есть заручиться успехом, либо, как ныне модно говорить, это вопросы коллаборации. Когда вы с кем-то обмениваетесь данными, это самореклама, это совместное продвижение, то есть вы продвигаете кого-то, кто-то продвигает вас. То есть вы можете быть как в одной нише, ну, допустим, ниша эзотерики, но только вы, допустим, можете быть тарологом, человек может быть нумерологом, да, то есть у вас несколько иные ипостаси. Но взаимопиар, взаимоподдержка, и здесь действительно супер результат, крайне эффективно. Дальше, 5 данных указывает, да, вот на проигрывать кому-то более могущественному, оплата стоимости после убытка, унижения. О чем здесь говорит карта? То есть вы будете здесь переживать в связке, я смотрю, в совокупности читаю, что ваша клиентская база может перейти к человеку, с которым вы взаимодействуете, с которым вы работаете. Потому что вот у вас здесь ложится 5 денег. Это концентрация власти, которая искажает экономику. Малый бизнес проигрывает крупным фирмам. Страдания из-за того, что его закрывают. То есть указание на то, что нужно играть по-крупному и не брать малую стоимость за свои услуги. Иначе, скажем так, демпингуя на рынке, вы будете проигрывать и не сможете добиться. То есть успех, спрос будет большим, но вы из-за того, что из-за боязни поднять цену, можете терять. Но вот видите, 8 жезлов – это как быстрый прорыв, это процветание, новые возможности. То есть тут самое главное – держать нос по ветру и не бояться поднимать стоимость на ваши услуги.
Если мы посмотрим с вами четвертый вариант, стоит ли? Знаете, с одной стороны, правильный выбор, но с другой стороны, такое указание на ситуацию, что, возможно, сами вы не потянете это дело, эту структуру, поэтому это нужно делать совместно с кем-то. Поэтому давайте мы с вами проанализируем и посмотрим. Ну, я не знаю, какой вы стихии, кто меня смотрит, но видите, у вас здесь на повестке дня король кубков. То есть это уже указание на взаимодействие с третьими лицами, на помощь, на поддержку, на вопросы протекции. То есть это, знаете, общаться с экспертом или профессионалом, то есть он может генерировать идею, воплощать, а вы будете выполнять какие-то административные вопросы, либо финансовые. Давайте смотреть и анализировать, что здесь у нас. Ну, то есть, о чем могу сказать? На вопрос, стоит ли? Да, но не совместно. Если в одиночку, то, к сожалению, здесь можете пролететь или прогореть. Сейчас посмотрим, на что нужно обращать ваше внимание. Итак, как мы видим, у нас двойка продукта. То есть новые высоты успеха, полная монополия. Скука, тоска в чем? Потому что, по сути, вы будете исполнителем. То есть какой перечень обязанностей вам пропишут, то и вам нужно будет исполнять. Туз денег. Достаточные средства для начала первый работоспособный план проекта, необходимое нововведение или идея. То есть инвестиции, которые придут, скорее всего, могут быть не полностью вашими, а в большей степени, в большей части со стороны вашего соучредителя, вашего партнера. И помощник данных – это как раз, говорю, то, чем вы будете заниматься. Обработкой, аналитикой, администрированием. То есть да, но все ляжет на ваши плечи. То есть, скажу так, почти всю грязную работу будете выполнять вы. Если вы к этому готовы и хотите хорошего заработка, стремитесь, потому что даже открывая аркан, видите, у вас здесь карта маг, у вас здесь шикарные перспективы. Для тех, кто у нас выбрал пятый вариант, императрица, прям сегодня все арканы как на подборку. Всем нужно открывать свое дело. Ну, проверим. Итак, стоит ли? Да, стоит. В первую очередь, если вы женщина, это раз, или даже если вы мужчина, но ваш бизнес связан с бьюти-индустрией, спа-процедурами, бутиками одежды, то есть, знаете, как с прекрасным, то есть это студия декора, дизайна, ремонта, то есть все, что связано с преобразованием, красотой, внешностью, уютом, комфортом, это могут быть даже так, товары для дома, начиная от предметов интерьера, бытовой техники, просто какие-то элементы декора и все, что у нас связано по ремонту. Потому что даже те же, я не говорю, что в прямом смысле стройматериалы, да, ну там обои, какие-то такие вот нюансы, то есть то, что привносит красоту. Вот эта ниша тогда для вас действительно будет востребованной. Сможете себя здесь раскрыть и реализовать свой потенциал. На что нужно вам будет обратить внимание? Ну, первый аркан у вас ложится совет директоров, да? Советы основаны на опыте, предусмотрительность, заинтересованные советники. Очень часто у меня эта карта проигрывается так, ну, это, наверное, больше касается мастеров бьюти-индустрии, когда вы нарабатываете опыт, смотрите на навыки того, кто уже владеет салоном, дабы посмотреть на всю структуру изнутри, и потом это применяете на практике. То есть вот это советы, основанные на опыте, которые вы перенимаете, уже поварившись в этой ситуации. Дальше. Туз продукта. Новая идея, новые инвестиции, начало нового предприятия, новые коллеги. Да, да и еще раз да. То есть новая структура, которую вы создаете. То есть это как акцент на том, что вам нужно... Боже, акцию российскую відокремитись. Сейчас. Отделиться, да, строить свое. И у вас ложится здесь шестерка бренда. Шестерка бренда – ностальгия в неподходящее время. Разочарование текущим статусом, помощь наставника. Объясняю. То есть, возможно, сразу не будет получаться так, как в том месте, где вы работали ранее, что не будет такого ошеломительного успеха, могут быть новые нюансы и ошибки, промахи, которых не было там. Но это вы будете проживать, так сказать, на своей шкуре. Но тем не менее, смотрите, здесь карты прекрасные. В любом бизнесе есть какие-то нюансы. Если вы готовы бороться за свое детище и начинать, то карты вам однозначно здесь советуют и рекомендуют. Почему? Потому что здесь, видите, открываю колесо фортуны. Успех, возможности, начинания и хороший заработок. Так, а вот здесь, для тех, кто у нас выбрал с вами шестой вариант, стоит ли открывать свое дело, у меня двоякий ответ. Сейчас объясню вам почему. Если вы занимаетесь вопросами наставничества, то есть вы педагог, вы репетитор, вы няня, вы тренер, то есть обучаете
даете навык, вот тогда да. Во всех остальных случаях нет, потому что нехватка опыта, нет понимания структуры, нет осознания того, сколько это стоит, какие-то потери несет, к чему это может привести. Поэтому вот здесь четко идет такое разграничение. Но те, кто занимается вопросами преподавательской деятельности, ну, успех вам однозначно здесь гарантирован, причем очень хорошие деньги, очень. Так, что вам нужно знать? Но это для тех, кому можно вести свое дело, то есть то, что связано с педагогикой и образованием. Итак, двойка денег у нас указывает на то, что понимание приходит, когда вы уходите от проблемы. Спокойствие поможет тебе. То есть вам не нужно волноваться о том, что, допустим, вы много берете или мало берете, или не так преподаете, как ваши конкуренты. То есть вы должны выстроить работу гармоничным образом так, чтобы в первую очередь было комфортно вам. Далее. Карта, видите, она так и называется, прибыль. Я думаю, здесь дополнять что-либо бесполезно, потому что здесь новый рост, инвестиции. Конец экономии – это вопросы процветания и новый статус, новое качество жизни. Тем более тройка продукта – зрелый успех. Это ситуация о том, что как вы долго к этому созревали, переживали, набирались этих навыков на протяжении длительного периода. Вот теперь это пришло все время, пришло время это все воплотить в жизнь. Но еще раз повторюсь, это связано с педагогикой, наставничеством, тренерской работой, коучингом, еще могу сказать, ораторское мастерство. То есть, иными словами, когда вы даете какой-то инфопродукт, вы обучаете, вы даете информацию и вы курируете, как эту информацию люди усваивают. Вот тогда это 100% ваша стезя. Для тех, кто у нас выбрал с вами 7-й вариант. Что такое паж кубков? Стоит ли? Это карта творческих процессов. Это, знаете, это больше как подработка для себя. Я не вижу в этом стабильности, я не вижу в этом успеха. Почему? Потому что, обратите внимание, здесь по королю мечей нет стратегии, нет просчета. То есть задумка сама по себе может быть интересная, но даже дно колоды в этой ситуации указывает на 8 кубков, что... Знаете, как ваши методы провальны. Тут либо нужно нанимать грамотного специалиста, который это может внедрить в жизнь и реализовать. Иначе, ну, это знаете, как вложить деньги и остаться ни с чем. Ну, сейчас давайте с вами посмотрим и проанализируем. Так, директор продукта, маркетинг и стажер. Ну вот видите, вот самое главное, я сказала, у вас здесь нет опыта стажера, так как, знаете, хочу, но не понимаю, как это делать, с чего начать. Итак, с чего начать? Как мы видим, директор продукта. Вот, изначально у вас должен быть человек, который все разложит по полкам, будет структурно вести ваше дело. И, кстати, здесь может брать более 60% от прибыли. Если вы к этому готовы, тогда да, потому что это грамотный руководитель. То есть человек, который знает нишу изнутри. Но это, знаете, сейчас как по принципу, приведу вам пример. В 2000-х был такой тренд, была такая мода, почти каждая, наверное, третья девчонка хотела свой салон красоты. Но знаете, тот, кто в этом не варился и это не занюхнул, думает, что это такое, знаете, чисто девичий, мимими, прийти, накраситься, там, сделать укладки, попить кофейку, классно провести время. Но мало кто знает, какой это адский колоссальный труд. Так вот здесь у вас конкретно искаженное представление об этой деятельности. Вам кажется, что вот паж кубков и рыцарь кубков это вот такое ми-ми-ми, приду, получу удовольствие. А вот здесь нужен очень серьезный человек, который на этом съел собаку. Вот если у вас такой будет, тогда да, можете в это вкладываться. Почему? Потому что, во-первых, маркетинг – это грамотно подать, это вкусно продать, это грамотно выстраивать идею бизнеса и конкурировать. И видите, вы зеленый. То есть энтузиазма полно по пажу кубков и рыцарю кубков. А по факту помогите. Помогите, с чего начать и чем закончить. Поэтому, мои хорошие, вот здесь очень хорошо задуматься, иначе можете прогореть. Дальше. И для тех, кто выбрал 8-й вариант, могу сказать сразу. По двойке жезлов. Это уже как рекомендация выбрать иной путь направления развития, иную деятельность. И опять же, двойка кубков – это не сами, это с кем-то. Потому что вот эти карты говорят, что сами вы не потянете. Здесь нужен соучредитель, либо нужен партнер. То есть по аркану сила, чтобы было на кого опереться. Сами, к сожалению, Так, хорошо. А если все-таки... Ну, потому что, видите, сами, 7 пентаклей, ждать результата. То есть, можно же его ждать и не дождаться. А вот если совместно, вот, процесс пошел. Ситуация, работа кипит.
Смотрим, на что нужно обратить внимание, для чего быть застрахованными, на что рассчитывать. Так. Ну, во-первых, поскольку вы начинаете деятельность совместную, у вас основной проблемой, что потом не, знаете, как после драки кулаками не машут, юридический отдел. Это сразу изучить законы, в плане, как вам там получить лицензию, справку и так далее, и сразу же прописать уровень ответственности, распределение прибыли и прочие моменты, чтобы вы потом не кусали себе локти. Последующее, да, вот карта называется филантропия. Чтобы ваш как бренд, ваша фирма завоевала внимание, была на слуху, заниматься как можно больше благотворительностью. Может быть, не за ваши ресурсы, а привлекая кого-то из этой ниши, либо с кем-то кооперируясь. Ну, то есть это, знаете, как за счет не только ваших ресурсов, но совместных. Вы можете здесь стать акулой бизнеса, потому что ваше имя будет на слуху, а за это будут платить другие. Так, что у нас еще здесь? Ну и 21 аркан, рынок. Видите, постоянное улучшение жизни, стабильный успех, гармония, поток, большая перспектива. То есть дело интересное, но совместно. Совместно, все грамотно просчитав, продумав, юридически заверив. Ну, тут больше, знаете, даже не получение лицензии, справок, а именно юридически прописать, кто за что отвечает и что получит на выходе. Если этого не сделать изначально, то в этом случае ваше дело прогорит. Потому что открываю колоду, 5 кубков. Если у вас остались вопросы, пишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, а я начну сейчас для вас выполнять другие расклады по работе. Кстати, вы можете мне еще написать в комментариях темы, то, что у вас может быть связано с вопросами бизнеса, работы, трудоустройства. Я по мере своей возможности постараюсь их всех охватить. Поэтому вот так. Ну а вам я желаю взвешенных решений, плана, стратегии, которая в обязательном порядке приведет вас к успеху. Каждому из вас я искренне этого желаю, поэтому дерзайте, у вас все получится. Везет тому, кто сам везет. Помните об этом. Я же вас благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых видео.